we continue our conversation about Maiolica Istoriato, and today we will be talking about Nicola da Urbino, Maiolica master who was working in Urbino naturally in the first half of 16th century. В нашем сегодняшнем разговоре о Майолике Историато мы будем говорить о Никола да Урбино, мастере, которого называли Рафаэлем Майолики. Он работал, естественно, в Урбино в своей мастерской в первой половине XVI века. For some time, Nicola da Urbino worked with masters who we already talked about from Fontana family, and also with Zanto, excuse me, who we will be talking about in the next video. Некоторое время Никола да Урбино работал в мастерской Орацио Фонтана, о которой мы уже говорили в одном из фильмов. Затем он работал с мастером Занто, про которого мы будем говорить в следующий раз. We started this series of films in the wonderful museum of Bargello in Florence, but naturally we moved beyond it. Эту серию фильмов мы начали в музее Барджелло во Флоренции, но, конечно, нам пришлось выйти за его пределы. Этого человека, настоящее имя которого Никола ди Габриэлес Браге, называли Рафаэлем Майолики, благодаря его мягкой и очень выразительной манере письма, а также благодаря широкой палитре и очень глубоким цветам. Никола специализировался на Майолике Историато. В начале своей карьеры он работал в мастерской Фонтана, которой мы посвятили практически целый фильм. Но похоже, что уже начиная с 1520-го у него появилась своя мастерская, и звать его стали маэстро. К сожалению, практически ничего не известно о его жизни, несмотря на то, что специалисты гоняются за его работами по всему миру. Вот эта тарелка, которую я так долго показываю, была создана им в 1525 году. Это часть огромного на 120 предметов сервиза, который Никола да Урбино создал для Изабеллы d'Este, мантуанской маркизы и, как ее называли, первой леди Ренессанса. Считается, что сервиз этот заказала для Изабеллы ее дочь Элеонора Гонзага, герцогиня Урбино, жена Франческо Мария I де ла Ровере, о котором мы много говорили уже. Позже Никола да Урбино создаст еще один сервиз для Федериго Гонзага, сына Изабеллы и брата Элеоноры, который стал первым герцогом мантуанским. Слева на тарелке мы видим Пелея. По Овидию это сын одного из фессалийских царей, каковой царь, в свою очередь, был сыном Зевса от одной из его возлюбленных, нимфы Эгины. На сей раз, для того, чтобы овладеть ею, Зевс прикинулся орлом. Не было у Бога большего удовольствия, чем, прикинувшись кем-нибудь, соблазнять несчастных девушек. Что тут поделаешь? Бог все-таки. Так вот, согласно Овидию, Пелей увидел спящую Фетиду, пленился ею и женился на ней. То есть там не все так просто. Зевс хотел овладеть и Фетидой тоже, так прекрасна она была. Но отец Фетиды, бог морской, предсказал, что сын Фетиды будет сильней отца. Знал о предсказании только Протей, сын Посейдона, который Зевсу об этом и сообщил. И Зевс, убоявшись предсказания, от Фетиды отстал. Но зато подстроил так, чтобы хотя бы его внук
Пелей Фетиду получил. Ну так вот, увидел Пелей Фетиду, пленился, но Фетида, проснувшись и поняв, что происходит, пыталась улететь, обратившись в лебедя. Пелей ее оседлал, на силу она его сбросила, вон какое у нее гневное лицо, так сказать. Там еще много всякого было, она превращалась то в льва, то в змею, то в огонь, то в воду, пытаясь избавиться от Пелея. Но тот был настойчив и в конце концов Фетидой овладел. От их брака появился Ахилл. На самом деле он был 7-м последним ребенком, там сложнее. Тот, кто хочет, может посмотреть у Овидия. После его рождения Фетида все-таки оставила мужа. Да, а на их свадьбу они получили в свое время много всяких подарков, однако Эрида, богиня раздора, обидевшись на то, что ее не пригласили, прислала им свой подарок – яблоко. Вот то самое яблоко раздора, которое Меркурий принес Парису, которое Парис отдал Венере, из-за которого в конце концов началась Троянская война, погибли и Гектор, и Ахилл. Как последствие этого всего был основан Рим, да и Карфаген. Знакомый сюжет про злую фею, да? Вот куда нас завела эта тарелка, но как замечательна прорисовка деталей. Венок из цветов на спящей Фетиде, фигура ошеломленного ее красотой Пелея, огненный дракон любви, который на него спускается, который, кстати, композиционно гармонирует вот с этим костром, огнем, в который превращалась Фетида, и на который молится Пелей. Ну и в центре стилизованный герб Изабеллы d'Este. Ну вот, из 120 предметов этого сервиза до нас дошло около 20. Вот еще один из них. Тарелка тоже на мифологическую тему Ипполит и Федра. Федра – дочь Минойского царя и жена Тезея, того самого, кто убил Минотавра и с помощью нити Ариадны вышел из лабиринта. Так вот, жена Тезея Федра, между прочим, сестра Ариадны, влюбилась в своего пасынка Ипполита, сына Тезея от первого брака. Каковую любовь внушила ей Афродита, чтобы наказать Ипполита. В древнегреческих мифах все ведь связано со всем, и все со всеми. Ну вот, призналась Федра Ипполиту, тот ее, естественно, отверг. Тогда она, убоявшись того, что он расскажет обо всем отцу, ее мужу, пришла к мужу сама и заявила, что Ипполит ее домогался. Тезей, не разобравшись, мало того, что выгнал Ипполита немедленно, так еще и повелел богам убить сына. Там Посейдон пообещал выполнить 3 его желания, вот одно желание таковым и было. Посейдон выслал навстречу колеснице Ипполита огромного быка из моря, кони испугались, понесли, коляска перевернулась, Ипполит погиб. Так мало того, в конце концов ложь Федры открылась, и она, дабы избежать наказания, покончила с собой. Ну, древнегреческая мифология, там же крови. Миф этот очень популярен. Софокл, Сенека, Эврипид, Овидий, Расин – все отдали дань этому мифу. Не говоря уже об огромном количестве картин, созданных на эту тему. Да и в литературе. В Иосифе и его братьях целая книга написана о любви к Иосифу жены Потифара. Тот же самый сюжет, только не из греческой мифологии, а на сей раз из Ветхого Завета.
Так что эта тарелка – еще один замечательный пример из сервиза Изабеллы d'Este. Следующая тарелка из этого сервиза на хорошо уже нам знакомую тему. Бог послал израилитам манну с неба, и они заняты ее сбором. Меня поражают здесь краски. Эта тарелка совсем в другой гамме выполнена. И насколько естественны вот эти позы людей, которые только что обрели какую-то пищу. Да, здесь, правда, слева яблоки какие-то, понятно, что это уже фантазия, какая-то архитектура, никакой архитектуры там, конечно, не было, но как замечательно это все выполнено. Вот эта группа людей, радующихся, ссыпающих съедобные вкусные шарики в большие чаны. Еще раз, это майолика, это не живопись. Замечательно. Царь Мидас – лицо известное в мифологии. Орфей передал ему свои оргии, он первым нашел свинец и, кажется, олово. И все мы, наверное, помним детскую сказку у царя Мидаса «Ослиные уши». Он скрывал свои огромные ослиные уши под шапкой, но его бродобрей вынужден был шапку снять и узнал, что уши у царя не такие, как надо. Рассказать он об этом никому не мог под страхом смерти, но и не в силах был это свое знание скрывать. Но мы ведь все знаем, нельзя рассказывать, а очень хочется. Поэтому он выкопал ямку, рассказал секрет в нее, ямку закопал, но на этом месте вырос тростник и прошелестел тайну всему миру. Ну вот, а дело тут вот в чем. Аполлон с Паном затеялись спорить, кто из них лучший музыкант. А в судьи выбрали как раз царя Мидаса. И когда он присудил первенство Пану, разгневанный Аполлон наградил его, так сказать, ослиными ушами. Именно это соревнование на тарелке Никколо да Урбино и отражено. Слева играет Аполлон, а Пан слушает, его свирель лежит на земле, а справа музыканты меняются ролями. С Мидасом еще одна история связана, все, к чему он прикасался, превращалось в золото, но это совсем другая история. Тарелка эта интересна еще вот чем. Кроме герба Изабеллы d'Este и ее супруга, здесь изображены еще 3, так сказать, символа самой Изабеллы. Ноты под гербом, канделябр и свитки с лотерейными билетами. Некоторые из этих элементов мы уже видели на предыдущих тарелках. У этой тарелки довольно интересная судьба. Во время Кристалнахт, погрома в Германии в 1938 году, эсэсовцы ее украли, разрешив при этом, правда, хозяину, известному математику и меценату, и его жене бежать в Швейцарию, где он вскоре и умер. Через полгода, в июне 1939-го, за пару месяцев до начала Второй мировой, тарелка появилась в Лондоне и была продана на Сотбис. В середине 50-х наследники хозяина получили некоторую компенсацию. Как мы помним, сегодня тарелка находится в Нью-Йорке, в музее Метрополитен. Вот такая судьба. Еще одна тарелка из сервиза Изабеллы d'Este находится в Лувре. И мы видим, что герб может располагаться не только в центре, а где угодно.
А дело в том, что места в центре для него здесь не было, потому что композиция взята из Рафаэля, точнее, с фрески, которую его ученики создали для одной из комнат в Папском дворце в Ватикане. Как мы видим, композиция та же самая. Даже дельфин у фонтана слева, даже пейзаж за окном. Сюжет взят из Ветхого Завета. Исаак со своей женой Ревеккой пришел к Абимелеху, царю филистимлян, стал наниматься к нему на службу, а Ревекку выдал за свою сестру. Но Абимелех увидел, что отношения у них не братские. Тема тоже популярная. Вот еще одна тарелка примерно того же времени из Урбино. Ее авторство пока неизвестно. На этой тарелке та же проблема с гербом. Пришлось прилепить его просто на спину одной из фигур, и ровно по той же причине. Композиция этой тарелки – это просто копия с гравюры то ли Марк'Антонио Раймонди, то ли Агостино Венециано. В свою очередь, по Рафаэлю, либо по работе его ученика Джулио Романо. Эта тарелка находится в Метрополитен, в фонде Роберта Лемона. Мы уже ссылались вот на эту книгу, в которой есть полное описание этих экспонатов. Ну, а история очень простая. Пьяного Селена везут на осле, с которого он свалится, если не поддерживать с обеих сторон. Вокруг такие же пьяненькие веселые фигуры. Сервиз-то предназначался для банкетов, поэтому такая тарелка вполне, так сказать, имеет право быть. Но давайте обратим внимание на мастерство росписи и эти краски, а достичь такого на майолике совсем ведь непросто. Большим мастером был Никколо да Урбино. А теперь мы отправимся в музей, в котором еще не были, кажется. Но, даст Бог, обязательно побываем. В Британский музей. Потому что именно там выставлена следующая тарелка Никколо да Урбино. And now we are going to the museum where we haven't been yet, to the British Museum, because that's where the next plate of Никколо да Урбино is on view. Итак, Британский музей. Обычно сюда ходят не за майоликой, но мы-то знаем. На этой тарелке из того же сервиза Изабеллы d'Este изображено несколько историй из жизни Аполлона. Аполлон был одним из основных и самых почитаемых богов в Греции, поэтому историй с ним связано, просто очень много. Здесь на тарелке изображено 4. Давайте по часовой стрелке. Сверху он с Эротом, который был, так сказать, его племянником, сыном Афродиты, его сестры, по некоторым сложным версиям. Вот, кстати, одна из версий генеалогического дерева Аполлона из Википедии. О чем они там беседуют с Эротом, я не знаю. Может быть, о том, что Аполлон будет играть на свадьбе Эрота и Психеи. Ниже мы видим эпизод из мифа «Аполлон и Дафна». Мы уже подробно говорили об этом мифе, когда рассматривали скульптуру Бернини и вот эту замечательную резьбу по кости великолепного Якоба Ауэра. Ниже мы видим речного бога Пинея, отца Дафны. Именно к нему она обратилась с мольбой спасти ее от домогательств Аполлона, и тогда отец превратил ее в лавровое дерево, которому Аполлон стал поклоняться. И, наконец, чуть левее мы видим Аполлона после того, как он победил змея Питона.
Это один из первых подвигов Аполлона, который широко, так сказать, воспевается в искусстве. Вот, например, замечательная скульптура Франко Виллы, а вот гравюра Солиса, о котором мы еще не говорили, но обязательно поговорим в этом цикле. Он создал целую книгу гравюр, иллюстраций к метаморфозам Овидия. И, между прочим, именно Питон стал прототипом для замечательной ящерицы, которую Гауди поставил при входе в парк Güell в Барселоне. В этот раз мы путешествовали там вчетвером с моей женой, сестрой и кузиной. Было очень весело. Особенно мне. Выше, на фоне замечательной архитектуры, мы видим еще один символ Изабеллы d'Este, тарелка из сервиза которой, созданная Никколо де Урбино, находится теперь в Британском музее. Как и следующая, из того же сервиза, как мы видим. На ней отражена очень интересная история. По дороге на войну с даками, которые жили на территории сегодняшней Румынии, император Троян остановился со своими войсками в одном из городов. И подошла к нему женщина с просьбой учинить справедливый суд над убийцами ее ребенка. «Хорошо», – ответил Троян, – «но мне сейчас не досуг, вишь, на войну иду. Вот вернусь, уже разберу». А ну как не вернешься? Вот ежели убьют тебя, ты ж не заговоренный?» – спросила женщина. «Ну ладно», – ответил Троян, сошел с коня и, все отложив, дело женщины разобрал. Основана эта история на материалах Луциуса Кассиуса Дио, римского историка II-III веков нашей эры. Луциус Кассиус написал 80 томов римской истории, покрывая примерно 1000 лет, начиная с мифического прибытия Энея в Италию. Работал он над этой историей 22 года, и большая ее часть сохранилась до наших дней. Конечно, неизвестно, насколько эта история о Трояне достоверна, но писали о ней и Плиний-младший, и, естественно, гораздо позже, Данте. Отражена эта история и на колонне Трояна в Риме. А уж сколько живописи на эту тему написано, и не перечесть. Ван дер Вейден, например, целый цикл создал для брюссельской ратуши. Правда, эти панели погибли во время пожара еще в XVII веке, но сохранился гобелен, сделанный по этим панелям. Ну давайте посмотрим, какая замечательная роспись на этой тарелке. Здесь и архитектура, и фигуры солдат и лошадей. А ведь, повторяю, это майолика. Там и с красками проблема, и цвета от температуры обжига могут измениться. В общем, не очень мы привыкли к такой точности росписи по майолике. Есть здесь и еще один интересный момент. Вот этот девиз на табличке, как бы привязанной к кустику. Это латинское изречение «ни надежды, ни страха». Девиз Изабеллы d'Este, для которой и предназначался этот сервиз. В общем, довольно много изделий сохранилось из сервиза Изабеллы d'Este. Вот, например, еще одна тарелка из Британского музея. Но пора уже как-то двигаться, и поэтому мы перейдем к другому сервизу, который сделал Никколо де Урбино. Вот одна из тарелок в этом сервизе, очень похожая на одну из тех, что мы только что видели, да? Такой же дизайн, с таким белым ободком вокруг герба, очень элегантным, бьянко сопра бьянко, белое на белом. Только герб другой, герб
как мы видим, семьи Скала, владетелей Вероны. Угу, Скала. Вот никогда не надо торопиться, а то я только глянул, лестница, ну, наверное, де ла Скала. Да нет. Well, this conclusion was a bit too rushed. I looked at the plate, I saw the ladder and thought, oh, it's probably de la Scala. Not at all. При ближайшем рассмотрении никакой не Скала, потому что у Скала лестница другая, флага нет и цвет. Это герб семейства Коллини из Брешии. И для них Никколо да Урбино тоже создал сервиз, несколько тарелок из которого дошли до наших дней. Создавался он в те времена, когда Никколо да Урбино работал в мастерской Фонтана. Эта тарелка на музыкальные, так сказать, темы, но не совсем. Прежде всего, давайте посмотрим на пейзаж слева, типично итальянский. Эти деревья, город с башенками, холмы, изрезанный явно морской берег, дорога, уходящая к дальнему замку, синие горы на горизонте. Ну, как тут не полюбить Италию? А тут еще закат, какой бывает только в Италии. И справа еще один город с крепостью, и беседка в парке с какой-то замечательной скульптурой, полускрытая старым изогнувшимся наполовину поломанным деревом. По-моему, очень поэтично. Теперь надо рассказать о сценах, которые здесь изображены, хотя, честно говоря, не хочется. Потому что не очень этот рассказ будет гармонировать с поэтикой верхней части тарелки. Что же здесь изображено? Снова Овидий, снова греческая мифология. Слева Афина, богиня мудрости, играет на волынке. Вот это интересно, волынки-то появились. Ну вот тут по-разному можно судить. Доказано появление волынки с XIII века. Хотя вот это век, по-видимому, XII. Но есть такие смутные сведения о том, что волынка существовала еще у хеттов, в Древней Греции, у этрусков. В некоторых вариантах этого мифа Афина играет вовсе не на волынке, а на флейте. Ну вот, ниже уже знакомое нам соревнование Аполлона и Пана. Наверное, первый в истории музыкальный конкурс. Дальше мифы почти смешиваются. Правее мы видим Марсия, это такой сатир, который подбирает брошенную Афиной волынку, ну или флейту по другим вариантам. Марсий стал учиться на ней играть и достиг такого совершенства или такой самоуверенности, что вызвал на состязание Аполлона. Судил уже знакомый нам царь Мидас. Он присудил победу Марсию, за что Аполлон наградил его ослиными ушами. Но потом в дело вступили музы и присудили победу Аполлону. И тот, за то, что Марсий даже осмелился вызвать его на состязание, поймал Марсия, к этому времени уже старика, и, содрал с него с живого кожу. Ну вот это греческая мифология. Я ничего не могу здесь сделать. Тема эта очень популярна в искусстве того времени. Может быть потому, что, когда речь идет о зверствах, мы имеем дело не только с мифами. Мы все, конечно, помним микеланджеловского святого Варфоломея с лицом Микеланджело.
Так что тема эта переходит из одного произведения искусства в другое. Собственно, прототипом этой части тарелки, по всей видимости, была гравюра Солиса, которого мы уже упоминали несколько минут назад. Книга его иллюстраций к Овидию немедленно стала очень популярна, много раз переиздавалась, но гравюра-то, как мы видим, не менее кровожадна. Наоборот, явное удовольствие на лице Аполлона и муки на лице Марсия, по-моему, еще хуже. Так что Никколò да Урбино еще и смягчил. И вот так прекрасно исполненная тарелка, и нам приходится говорить о таких ужасах. Принадлежала эта тарелка когда-то барону Ротшильду, который купил ее в 1855-м. Потом, в 1976-м, она была продана на Кристиз в Лондоне, а в 1984-м ее приобрел музей Гетти. Тарелка на ту же тему есть и в Британском музее. Она, правда, не из этого сервиза и совсем иная. Здесь Афина в центре, вокруг нее такой венок. Это, собственно, и есть углубление для кувшина в центре тарелки. Очень мелкий, но хорошо прописанный пейзаж вдали. Слева большой и тщательно прорисованный город, уходящий к крепости на вершине холма. Ниже, слева, Аполлон являет свое искусство, а Марсий стоит рядом. Справа уже знакомая нам ужасная сцена. Сверху боги спокойно ужинают себе под музыку Афины, совершенно не обращая внимания на то, что происходит внизу. Окружает это все такой тоненький поясок бьянко сопра бьянко, а дальше по окружности еще один венок и широкий пояс с гротескными фигурами. На этом поясе видны также 4 портрета на темно-коричневом фоне, почти монохромные, в отличие от ярких красок тарелки, то есть явно призванные привлекать внимание. Причем нижние развернуты друг от друга. Очень интересная тарелка. Где кувшин от нее, не знаю. Теперь, вот интересно, 2 тарелки сделаны одним мастером на одну и ту же тему, в совершенно разном дизайне. Ну, скучно большому мастеру повторять одно и то же. Ну, не может он. Есть в Британском музее тарелка из этого же сервиза Коллини на похожую тему, но менее кровавую. Мы с ней знакомы. Это музыкальное соревнование Аполлона с Паном. Всех героев мы уже видели, кроме одного, Тмолуса или Тмола по-русски. Это такой горный бог в греческой мифологии. Здесь все ограничилось ослиными ушами царя Мидаса. В центре, как и прежде, 2 путти поддерживают герб семьи Коллини. Вокруг поясок бьянко сопра бьянко, белое на белом. И снова совершенно замечательный итальянский пейзаж в верхней части тарелки. Замечательная работа. Совсем кратенько на этой тарелке из того же сервиза муза поэзии Каллиопа венчает лавровым венком молодого поэта. Справа седовласый восточный мудрец определяет гороскоп молодого человека. В книге, лежащей на полу перед Каллиопой, строки из Вергилия, но самое интересное здесь, конечно, архитектура. Понятно, не мифическая, а вполне современная
известная Никколо де Урбино и его клиентам. По-моему, самое интересное здесь – вполне правильная перспектива. Ну, почти. В одном из фильмов о золотых дверях Гиберти для флорентийского баптистерия мы говорили о перспективе, о ее изобретении, о том, как она использована, Гиберти. В частности, вот можно посмотреть, как изображен пол там и здесь, плитки пола. И понятно, почему я говорю «почти». Но все равно перспектива-то практически правильная. В остальном. Эта тарелка – часть Corcoran Collection, частного музея, который несколько лет назад был передан Университету Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, D.C. Well, it looks like this video is getting way too long. And I have a lot of materials to show about Niccolo de Urbino. The master is wonderful. It's a pity to miss something. So let's have a break. Этот фильм получается очень длинным, но мне не хочется его прекращать, потому что уж больно хорош мастер. У меня еще много материалов о нем, поэтому давайте сделаем перерыв.